Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Иная реальность». И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А я желаю вам всех-всех-всех самых-самых замечательных исполнений желаний, всех земных благ. Сегодня мы посмотрим очень интересную тему. Она сама родилась вот за последнее время из ваших, собственно говоря, запросов. Это что такое Таро? И вообще заключаем мы какие-то контракты с эгрегором Таро, когда мы пользуемся услугами таролога, да? Если мы сами практикуем с Таро. Ну и вообще, какого вида, какого рода этот эгрегор, то есть, конечно, я не живу понятиями хорошо и плохо, то есть хороший ли это эгрегор или плохой. Я живу понятиями нашего развития и выбора души. Мне бы хотелось, чтобы вы делали осознанный выбор. А для этого нам нужно больше информации о том, с какой силой мы имеем с вами дело. Да? Вот, то есть что она из себя представляет, какие требования в ответ выдвигает, потому что вы должны понимать, что такое эгрегор. Вообще любой эгрегор – это разум. Собирательный такой вот разум из разумов множества адептов, да, из адептов состоящий. Сегодня мы посмотрим, в принципе, эгрегор – это сознание людей, которые входят в него, и от сознания людей уже и зависит, собственно говоря, уровень осознанности самого эгрегора. Вот сегодня мы будем смотреть, какая же у нас взаимосвязь с эгрегором Таро, какие у нас стоят задачи. Так, я вот настроилась. Здравствуйте. Здравствуйте, мои друзья. Надежда, здравствуйте, Юлия. Рада вам. У нас работа будет построена таким образом. Будет такой общий ченнелинг, в котором я уже создала 9 вопросов. Матрица на 9, наше любимое число. Код духовной эволюции. И мы смотрим для всех определенное количество вопросов. Вот. Но в конце у меня будет 3 индивидуальных вопроса, которые будут касаться каждого из вас. И вот эти 3 индивидуальных вопроса в конце матрицы, там у меня будет, получается, 3 варианта. Поэтому вы можете сделать каким образом? Вы можете загадать один из 3 вариантов. Вначале вы смотрите весь ченнелинг, чтобы для общего развития, чтобы осознавать, так сказать, те факторы, которые распространяются на каждого из нас, на всех, кто так или иначе взаимодействует с эгрегором, да? Ну и потом будут 3 варианта в конце для тех, кто хочет узнать определенные моменты для себя. То есть, есть ли у него взаимосвязь какая-то с эгрегором Таро, есть ли какой-то контракт, есть ли вообще вот, совет высших сил получить и так далее. Естественно, что этот расклад я уже делала много раз индивидуально для моих пациентов, клиентов, потому что многих беспокоит тот факт, что неосознанно заключаются определенные контракты, да, неосознанно, и это не может нас не беспокоить. Так как здесь на моем канале собираются путники, а это уже само говорит за себя, значит, это люди осознанные. То есть путник – это тот, кто хочет осознанно делать свой выбор. Путник – это тот, кто работает с информацией, потому что у нас вообще сейчас идет самая настоящая информационная война. Надо отдавать себе отчет в том, что идет много дезинформации. Суть ченнелинга сейчас в том, чтобы пролить свет на те вещи, да, на те факторы,
на которые система как бы навешивает свои догмы. Да? То есть мы все находимся в определенной системе координат. Эгрегоры, они бывают разных уровней. И вот в том числе, например, эгрегоры, которые отвечают за формирование наших принципов, да, эти все эгрегоры, мы знаем, какие они, что относятся, да, к духовным, формированием духовных принципов, их много, разных эгрегоров. Между ними еще идет своеобразная, у некоторых это согласованная работа, то есть они только на первый взгляд разные, на самом деле их курируют одни и те же разумы и представители. И с другой стороны у нас есть системы эгрегориальные, которые разнонаправленные, у них вектора действий, и они враждуют. Так, примитивно говоря, враждуют, но конкуренция у них определенная есть. Что происходит, когда человек входит в несколько враждующих между собой эгрегоров? Наверное, вам не стоит объяснять. Ничего хорошего, ну и ничего, в принципе, плохого без его согласия, конечно, с ним не произойдет, но так как он дает уже априори таким своим поведением согласие на то, чтобы за него началась уже конкурентная борьба. Вот для этого нужно понимать, какие эгрегоры родственные, какие враждующие. Причем, что интересно, это происходит периодически, обостряются отношения. То есть на самом деле мы все едины, о, 2 карты полетело, мы все едины, да, в каком-то смысле. У нас всегда есть какая-то тема, у всех эгрегоров есть общая единая тема, это управлять людьми. То есть на этой теме они сходятся, что человечество нельзя оставить без управления. Пока у человечества точка сборки на 3 нижних центрах, в основном, это коды выживания. Человечество и само, собственно говоря, не против, чтобы им кто-то руководил, управлял. И вот эта пресловутая борьба за свободу и независимость, это, конечно, иллюзия, такая детская иллюзия, детская мечта, такая подростковая мечта вырваться из-под опеки, вот как в подростковом возрасте, да, опеки своих родителей. Что происходит с детьми, которые раньше времени убегают из дому, да, пытаются встать на собственный путь раньше времени? Вам, наверное, тоже аналогия ясна. Их ждут определенные трудности и испытания, далеко не все могут через них выйти, пройти, так сказать, достойно и выйти зрелыми, осознанными людьми, потому что в данный момент они просто раньше времени, да, они нарушили закон, естественный закон природы. Так, я немножко и говорю, да, и делаю, поэтому немножко могу сбиваться в чем-то, но моя задача держать поток. Сейчас самое главное, говорю я так, чтобы только вас немножко в этот момент еще одновременно включить, да, в эту тему. Может быть, что-то из сказанного мной будет важно сейчас для вас и так далее. Ну, и мы подошли к тому, что эгрегориальное управление людьми было создано, в свою очередь, когда-то богами. То есть эгрегоры не всегда существовали, но по мере того, как человечество множилось, нас становилось все больше, и терялся прямой контакт с богами, стал вопрос о том, как управлять людьми. Вот. И была создана такая матрица, да? Она тоже ведь не всегда существовала.
В этой матрице прописано, что на определенном уровне все люди управляются через идею. То есть на определенном уровне человек доходит до сознания, что ему нужна какая-то идея, без которой он никак не может жить. То есть ему недостаточно просто питаться, да, одеваться, спать, есть, этого недостаточно. Размножаться тоже уже недостаточно. Нужна еще какая-то идея, вдохновляющая его. Тот самый пресловутый смысл жизни, миссия на Земле и так далее. И вот в этот момент уже он идет, он ищет какой-то эгрегор. То есть его уже не устраивает только семейный эгрегор, да, эгрегор рода, ему нужна еще какая-то социальная роль. Многие люди проводят очень много времени в поисках, собственно, эгрегора своего близкого родственного, меняют эти эгрегоры. Ну так вот, дело в том, что если мы относимся, а мы всегда входим во множество эгрегоров, очень много эгрегоров, в которых мы состоим, потому что весь социум – это эгрегориальные такие вот игры. Ну и важно понимать, что есть эгрегоры противоборствующие. Есть на первый взгляд только противоборствующие, на самом деле очень дружественные. Мы будем сегодня в этом разбираться. У меня будет несколько вопросов на эту тему. Посмотрим, как информация, конечно, пойдет. Но благодаря вам, благодаря тому, что я всегда делаю прямые эфиры, и ко мне присоединяются мои близкие родственные души, именно благодаря вам, дорогие друзья, поток идет хорошо. Я всячески раз хочу подчеркивать именно это, что я выхожу в прямой эфир, потому что я понимаю, что есть большая разница. Как идет поток, когда я работаю с родственными душами в одном кристалле, да, и как идет поток, когда, если бы я снимала записанные видео, да, вы понимаете, о чем я. Так, наверное, как я сделаю? Я сделаю еще, мне же надо 3 варианта. Выбирайте 3 варианта еще. Здесь у нас будет индивидуальная информация. Я попробую. Это, конечно, занимает время. Но вы понимаете, что у меня всегда такие сложно сочиненные эфиры. Неоднозначные, знаете, многоходовки, можно сказать. То есть у меня тут не так, раз-два и дамки, да, у меня всегда какие-то такие моменты идут своеобразные. Да, здравствуйте, Елена, Татьяна, здравствуйте, Алла, очень рада вам. Сейчас я выкладываю те самые 3 варианта, да, и 3 вопроса. То есть вот внизу это 3 индивидуальных варианта. Вы можете настроиться на них, и это будет ответ для вас индивидуальный. Что еще хочу сказать важного? Значит, когда я начинала свою деятельность, взяла первый раз в руки Таро, вы можете даже посмотреть на моем канале эти первые эфиры. Я прямо в эфире говорила о том, что я не принадлежу к эгрегору Таро. Что это значит? Это значит, что я беру информацию не из эгрегора, не из библиотеки эгрегора Таро, а из своей внутренней системы, индивидуальная флешка у меня есть. То есть у меня есть наработки души, которыми я пользуюсь. Эта информация находится в моей полевой структуре, то есть мне не приходится обращаться за этой информацией в эгрегор. Я не обучалась Таро, я не проходила курсы, у меня нет дипломов. В тот день, когда я приобрела Таро, я не знала, что у меня, конечно, есть такие данные, пока не взяла в руки Таро, да, то есть меня просто как-то потянуло, я приобрела, и первый же расклад, который я сделала, я получила полностью информацию из этого расклада, я поняла, что мне информация идет, я не знаю как, да, но она идет.
И я сразу открыла свой YouTube-канал, потому что я видела, что мне информация идет, очень хорошо идет. И вот я, выйдя в эфир, да, на своем YouTube-канале, первые эфиры все были пропитаны одной и той же идеей, что я не вхожу в эгрегор Таро, я не подписываю контрактов никаких, и все, кто обращаются ко мне за консультацией, то же самое. Я никого не вербую в эгрегор Таро. То есть я остаюсь свободная, и мои клиенты, пациенты остаются свободными. Это для меня было самое важное – свобода, потому что я не нуждалась в этом. И вот что я вам хочу сказать. Где-то месяца 2 это была история в таком зависшем состоянии, и меня в конце концов отпустили. То есть меня испытывали, пытались все-таки соблазнить всевозможными там плюшками, да, но не получилось, и для меня это было принципиально, я даже не колебалась, я знала, что мне это не нужно, никакой необходимости нет, и в конце концов от меня отстали. Это я вам говорю про то, что у вас есть собственный выбор, пожалуйста, делайте его, если вам нужна помощь эгрегора, значит, вы сегодня узнаете больше о том, что это за эгрегор и стоит ли вам с ним взаимодействовать. Ну и также, если вам не нужна помощь эгрегора, знайте, что вы не обязаны с ним взаимодействовать. Ну что ж, полетели. Вы готовы? Пишите «Я готов, я готова». Вот ваши варианты. 3 варианта. И по 3 вопроса на каждый вариант. Выбирайте свой вариант. Итак, первый вопрос. Что такое эгрегор Таро? Настраиваемся на энергетику. Здесь у нас Урус, Хагалас, Верховная Жрица, двойка жезлов, интеграция и дар понимания здесь идет. Значит, какая энергетика у эгрегора? Мощный такой вот посыл «мне надо», «я хочу» для людей, стремящихся к многому, к большему, к власти, к достижению какой-то цели, к результату. Для людей, которые хотят быстрее получить то, что они желают, да? Быстрее, проще, и для людей, у которых вот ось силы очень развита, у кого развита магическая ось, огонь, земля, вот, потому что здесь Урус, здесь такая энергия, что, конечно, это для тех, кто хочет проявиться очень ярко в этом мире. И для кого, скажем так, методы, важна цель, методы не столь важны. Здесь вот рвущиеся люди вперед, очень волевые, очень сильные. Эгрегор яркий. Хагалас, он очень быстро берет тебя в оборот, и твоя жизнь меняется навсегда. То есть Хагалас нас отрезает от всех остальных вариантов. То есть, понимаете, такое впечатление, что человека ловят на его желание достичь своей собственной цели, и мгновенно он незаметно для себя, но очень быстро обретает, да, эту надежную опору. Вот, у него действительно очень меняется жизнь, меняется, практически все, меняется его окружение, потому что Хагалас – это мгновенное, моментальное какое-то перерождение. В нем включаются такие новые духовные скрепы. Можно сказать, что после этого его жизнь просто уже никогда не будет прежней.
яркий эгрегор, причем здесь, знаете, такая конкурентная достаточно энергия. Мы посмотрим еще, как он взаимодействует с другими эгрегорами, но здесь такое вот ощущение, что эго должно быть очень развито у человека, а такие люди попадают в этот эгрегор. И желание получить свое и быстро достичь цели. Вот если в вас очень выражен огонь и земля, то тогда да, есть желание, понимаете, не тратя времени, да, не тратя времени, ось времени вот здесь как-то отсутствует, а больше вот сила. Сила, желание достичь, взять свое. Ну, по энергетике я вам могу так сказать. Яркий эгрегор, харизматичный, заметный. По состоянию, вот если общую брать, сейчас посмотрим энергетику. Извините, буду пить воду, потому что перекрывают. Перекрывают, потому что работают одновременно разнонаправленные силы. То есть, когда я работаю на таком уровне, всегда есть масса наблюдателей. Одни наблюдатели за, другие против, то есть сразу начинается такая тусовочка, оживление. Я к этому уже привыкла, поэтому водичка всегда рядом со мной. Итак, смотрите. Верховная жрица. Посвящение в тайные знания. Воспоминания о себе. Здесь сразу тебя посвящают по верховной жрице, конечно, это очень мощно. И сразу тебя ставят вот перед таким вот выбором. Здесь нельзя принадлежать, понимаете, этому эгрегору наполовину. Он очень страстный, он очень затягивающий. То есть если ты уже пошел в эту историю, тебе нужно подписать контракт конкретно. Ну, слишком здесь высоки ставки. Понимаете, здесь есть связь с магией, здесь есть связь с достижением всего, что ты захочешь, успех, удача, везение. Особенно вот очень чувствуется здесь стремление к власти, к социальному успеху. А социальный успех – это же в том числе для женщин замужество, рождение детей. И вот, конечно же, посвящение в тайные знания здесь никак нельзя обойтись без подписания контракта. Обратите внимание, тебе сразу выдвигают определенные условия, интеграция. То есть ты с нами или нет. То есть знания просто так давать не будут, конечно, здесь уже надо, здесь ставят перед выбором, здесь уже по двойке жезлов ты сам это все прекрасно понимаешь. Даже такое впечатление, что даже самый толстокожий человек поймет, куда он попал. То есть система ярко дает ему понять, что ему нужно делать выбор. И вот обратите внимание, что дар понимания идет посвящение в знания. То есть эгрегор посвящает в систему, очень древнюю систему знаний. Вообще корнями эгрегор Таро уходит очень глубоко и далеко. Но мы посмотрим еще на этот вопрос-ответ. Но, понимаете, есть поверхностная информация, то, что в интернете, да, дают, то, что на курсах каких-то дают коучи, тренеры, никто не посвящает, вы же не столь наивны, наверное, никто не посвящает в глубокие тайные знания Таро, в самую сердцевину. В основном утилитарный подход у всех. Но вот в том-то и суть, что вначале как бы ты используешь это просто, а тебе кажется, что это просто небольшая подсказочка, утилитарно, но потом ты, конечно, вовлекаешься. Здесь глубокая интеграция с твоим сознанием. Здесь это система, которая выстраивает с тобой очень тесную связь, бескомпромиссный абсолютно вариант. Вот энергетика довольно жесткая. Но люди, которые идут в эту систему, они туда идут, они знают, чего они хотят. Они хотят власти, они хотят успеха, они хотят реализации своей мечты. Их не устраивает, как у всех. Им хочется больше, быстрее, лучше, понимаете? И вот это, конечно, интересный момент такой. Но информацию дают мощно.
просто вливают в голову такое впечатление, что если ты начинаешь взаимодействовать, тебя тут же начинают обучать, идет очень интенсивное развитие, посвящение в знания идет очень мощное. Да, интересная энергия. Если вам интересно, резонирует, ставьте сразу лайки, не забывайте о кармической справедливости, об энергообмене, который никто не отменял, потому что где-то еще вряд ли вы увидите такой ченнелинг. Я сомневаюсь, что кто-то из тарологов устроит его на YouTube по одной причине. Большинство тарологов входят в эгрегор Таро, и они не будут играть против своих. Но так как я осталась свободна в этом выборе, я отстояла свою независимость, то я даю вам информацию просто как незаинтересованный человек, и вы можете посмотреть, уже сами для себя решить, нужна вам такая энергетика, ваша это или не ваша. Если ваша, вперед. Если нет, делайте свой осознанный выбор. Ну что ж, а мы полетели дальше. Идея эгрегора Таро. Вообще, там, где идея, там уже эгрегор. То есть это очень взаимосвязано. В сердцевине эгрегора всегда стоит какая-то идея. Давайте же посмотрим, что это. Турисас, Вирт. Ну вот она, десятка пентаклей. Вы знаете, в принципе, все просто и лаконично. Идея эгрегора, вот смотрите, тут вот действительно очень глубокие тайные знания. Здесь идея в том, чтобы вообще система, смотрите, здесь такая идет информация, многослойная структура, и каждый адепт имеет как бы свои коды доступа в этом эгрегоре. Ну, так обычно и бывает. То есть мы понимаем, что есть более близко, да, находящиеся к центру, да, и дальше отдаленные от центра, от идеи люди. То есть есть люди-служители данной системы, но они даже не в курсе, да, такая серая масса. Есть, которые все более и более понимают, куда они попали. И вот в сердцевине идея стоит, в принципе, познания самого себя. Но это настолько для очень узкого круга людей, здесь некоторые, вообще круг очень ограниченный. То есть люди, адепты, которые в курсе вообще того, что стоит в середине, в центре, их ну, практически, ну, я не знаю, это единицы или десятки, но вы должны почувствовать, что это очень ограниченный круг. То есть то, что на поверхности, и то, что внутри, это совершенно две разные вещи. Здесь действительно какое-то тайное правительство. Вот у меня ощущение такое, посмотрите, десятка пентаклей. Очень связано с управлением, причем при помощи каких-то вот материальных благ. То есть если ты зациклен на материальном, то ты, скорее всего, попадешь в эту систему очень быстро. Материальное – это не только деньги как таковые, но и, вот, как я уже говорила, все, что является ресурсом. Достичь успеха, причем неважно какой ценой, но только ограниченное количество людей знает, что за этим последует. Потому что Вирт – это очень интересная карта, это карта, которая говорит о том, что вы даже себе не представляете, что скрывается, то есть кто руководит системой на самом деле. Вы даже себе не представляете, куда эти ножки, да, откуда эти ножки растут. Но мы сейчас посмотрим, еще раскопаем.
Во-первых, идея в том, чтобы не говорить правду. Вот здесь вот есть ощущение такое, что правда не для всех. Идея в том, чтобы управлять тайно, управлять при помощи ловли на материальном. Причем, что интересно, большинство людей испытывают, как я смотрю, при взаимодействии, вот такой идет откачка, отток энергетический. То есть, знаете, что происходит? Эмоционально залипают на этом эгрегоре. То есть, если начинают смотреть какие-то расклады, ходить к тарологам, что-то такое, а как будто бы больше без этого не могут. У них происходит навязчивая такая мысль, что мне нужна подсказка, я сам не справлюсь. Вот мне сейчас нужно срочно обратиться за советом. Я сам не могу. Вот отслеживайте, пожалуйста, не подавляется ли ваша воля, ваша свобода выбора. Потому что когда вы приходите ко мне и просите какой-то совет, я всячески отказываюсь, да, вот принимать решение за вас. Я всегда говорю, вы будете принимать решение. Не потому что я боюсь ответственности, а потому что это неправильно. Это нарушение закона свободы выбора. Это ваша жизнь. Вы будете принимать полностью ответственность на себя. Вот часто безответственные люди, которые находятся, видите, ловушка отговорки, которые инфантильны, они не могут взять ответственность на себя, они бегут к тарологу, помогите, подскажите, я сам не могу справиться. И пытаются перекладывать, да, эту ответственность на кого-то. Но здесь не получится. Никто не живет твою жизнь, и, конечно же, во-первых, здесь идет эмоциональное залипание. Идея в том, что люди управляемы, причем управляемые, я смотрю здесь, именно те люди, которые слабы, которыми надо управлять, которые хотят, чтобы ими управляли. В принципе, вот пока идет энергетика, идея в том, чтобы управлять людьми, которые не способны сами справиться со своей жизнью, которые сами бегут и ищут кого-то, кто бы ими управлял. И такие люди есть, и их много. Я не могу сказать, что их большинство, потому что население Земли постепенно просыпается, и все больше осознанных людей. Осознанность всегда связана с взрослением и с тем, что человек умеет нести ответственность, и поэтому вот мой канал, он как раз для путников, для тех, кто не использует расклады Таро для того, чтобы переложить, да, на кого-то ответственность. Вот я посмотрела раскладик, мне там сказали, значит, вот я буду делать так. Нет, здесь я всегда вам повторяю, слушайте свое сердце. А здесь вот как раз-таки сердце закрыто, очень много программ, работающих по умолчанию. Такой человек не в состоянии, он находится в панике, в состоянии хаоса, и он, в принципе, готов отдать все, что угодно, чтобы кто-то ему что-то посоветовал, порекомендовал. Вот, и вот на этом, в принципе, все строится. Так, да, интересная информация, конечно. Если YouTube не удалит это видео, ну, будет хорошо. Или вы боитесь остаться без поддержки, наоборот, какого-то, да, таролога, мастера, как они все себя называют, да, неважно, чего вы боитесь, значит, вы уже не свободны, вы уже в эгрегоре. И работать надо, конечно, по вот этим отговоркам, которые не позволяют вам взять ответственность за себя. Взрослейте, мои дорогие друзья, взрослейте, прорабатывайте себя. Шаг за шагом это процесс, я это понимаю, поэтому вы приходите ко мне, мы делаем ченнелинги на прошлой жизни, раскапываем, смотрим, откуда взялись такие программы, почему они работают до сих пор по умолчанию. Ну, это процесс, но он очень интересный, яркий и очень позитивный. Во всяком случае, вы оживаете, вы просветлеваете, вы соединяетесь со своей силой, и это прогресс. А просто хождение по тарологам, подскажите, скажите, я любые деньги отдам, ну, это замуливание, да, такое вот себя, да, то есть нет.
Пожалуйста, не делайте этого. Итак, идея эгрегора понятна. Теперь смотрим цель эгрегора. Цель эгрегора – Лагус и Тейвас. Очень интересно. 4-й аркан император, 5-й аркан иерофант. Ну, тут все понятно. И ловушка желания обладать и 5-ка целостность. Вообще Тейвас – это всегда энергетика четкости, ясности и понятности, и такой, знаете, открытости. То есть такое впечатление, что эгрегор Таро своей цели не скрывает. Абсолютно. Цель абсолютно здесь ясна. Здесь часть жречества собралось. Вот я вижу, что здесь управленцы, жрецы в едином порыве находятся. Посмотрите. Это проповедничество, это передача информации. По 4-му аркану император – это управление людьми. Причем транслирование определенных догматов, определенных верований, учений. Вот. Но что я вам хочу сказать? Так как у нас здесь выпала ловушка, я как-то очень сомневаюсь, что здесь всю правду говорят. Вот у меня ощущение, что Лагус – это для легковерных. Это для тех, кто ведется. Вот знаете, вот Лагус – это люди доверчивые, это вот теми, кем можно управлять, для кого нужны лидеры. Вы понимаете, что Лагус – это вода, это аморфная масса. Тейвас – это наоборот, это лидер. И вот тут такое вот ощущение, что цель – это управлять, причем управлять людьми очень эмоциональными, очень такими доверчивыми, сверхчувствительными, эмпатами. Часто ими увлекаются этими раскладами люди гиперчувствительные, которым как раз-таки не хватает, ось силы отсутствует, то есть их надо вести за собой. То есть получается, что в эгрегор идут и лидеры, те, которые хотят познать лидерство и власть, да, то есть они могут вырасти через эту систему и стать адептами, крупными такими лидерами, привлекать других. И есть те, которым необходима поддержка, и ими нужно управлять. Поэтому цель организовать и возглавить аморфную массу людей. Тех людей, которые нуждаются в руководстве, которые, в принципе, совершенно не против того, чтобы ими управляли. Вот обратите внимание, здесь у нас иерофант, тут у нас император. Это такая хорошая, достаточно, ну, во-первых, не учитывать, сбросить со счетов нельзя. Вот эти люди, которые, допустим, посвященные, да, в тайны Таро, это особая каста людей, это иные. Да, это они часто идут вот во власть, это законники, часто у них происходит такой, и вас ждет либо духовный рост, либо реально вот статус повышается в обществе, то есть вы востребованы, вы учителя, вас слушают. И в принципе эгрегор взращивает эти кадры. Вот, часть людей, во-первых, действительно, видите, здесь целостность, объединяются в такую духовную группу. Эгрегор очень мощно работает. Во-первых, он в последнее время стал разрастаться. Как-то не было слышно особо ничего про эгрегор Таро, а сейчас вот такое ощущение, что он мощно развивается. Вот. И все новые и новые идут какие-то здесь лидеры, входят в него. Вот. Но обратите внимание, что желание обладать
здесь идет ловушка. Что это значит? Это значит, что невозможно достичь этой цели, не подписав контракт. Вот сразу я вам хочу сказать, контракт все равно будет подписан. Если вы хотите при помощи системы Таро чего-то достичь, если вы магичите через Таро, мы еще будем рассматривать с вами руническую систему, обязательно рунами займемся, посмотрим, что там за система, это в будущем. Но здесь явно видно, что человек попадает, собственно говоря, становится заложником своих инициатив собственных, да? И все как бы здесь по обоюдному согласию, как я вижу, происходит. То есть это не тот эгрегор, который как-то тебя силой, да, заставляет, принуждает. Здесь абсолютная свобода выбора, но все-таки контракты, контракты, контракты. Ну что ж, поставьте лайк, если резонирует, а мы переходим к следующему вопросу, и это сила, стоящая за этим эгрегором. Но это, наверное, краеугольный такой вопрос. Давайте посмотрим, кто стоит за этим эгрегором. Очень интересно идет информация. Во-первых, смотрите, здесь поток уходит в иные измерения, в какой-то параллельный мир. Причем мир, который в данный момент, вот здесь возрождается культ, который когда-то был очень востребован, потом на какое-то время он ушел со сцены, и вот заново возрождается. Здесь, понимаете, пятерочка, иерофант. Здесь, конечно, жречество, здесь, конечно, власть, здесь управление материей и людьми, обязательно, и людьми. Вот, и я так понимаю, что все-таки вот ощущение, что возможно, это вот в тот самый Египет, да, уходящие корни, потому что все знают, что то Таро, которое мы держим в руках, это картиночки, которые вот только в XIX веке нарисовал, да, изображение. Большое ему спасибо, да, конечно, Райдер Уэйт, но все-таки система сама, она вышла корнями из глубоких вот таких вот жреческих времен, когда еще люди общались с богами напрямую. И здесь идет вот такой информационный канал. Причем вот у меня такое ощущение вот какого-то сквозного потока между всеми мирами. Такое впечатление, что здесь те самые коды, когда можно пообщаться с сознанием любого измерения, любой мерности, любого уровня осознанности. Так что здесь жречество. Жрецы, для тех, кто не знает, это особая каста людей, которые являются мостами между людьми и богами. Высшими силами, как бы вы их ни называли. Но все же, вот смотрите, интересная идет информация. Вот возрождающаяся система. Возрождающаяся система, вот, но здесь, знаете что, хочу вам сказать, она вот очень жесткая. Вот еще раз хочу вам заметить этот момент. Я не знаю, как она, конечно, насколько она конкурирует с другими системами, но вот я, например, пока считываю, что если ты входишь в этот эгрегор, как бы что-то еще в себя впитать, да, какие-то другие знания, да, что-то еще синтезировать будет очень сложно. То есть вот какое-то ощущение, или ты с нами, или ты против нас, и расторгнуть контракт, как-то выйти из эгрегора Таро, но это большие усилия. Тут если вот такое ощущение, что вход рубль, выход 2.
Ну, жесткая энергия. Мощные знания, может быть, они того и стоят. Может быть, в прошлых жизнях вы были как раз тем самым жрецом, проводником. Возможно. Но вопрос, эта жизнь вам дана для того, чтобы вы повторили опыт прошлого, или для того, чтобы вы, допустим, как-то сгармонизировали себя, то есть получили какой-то иной опыт. Потому что, знаете, вот эти вот эхо прошлого очень часто людей, вот кто ищет поиск себя, да, свое предназначение и так далее, они путают то, что было, и то, что должно быть. Им кажется, что если я был вот жрецом, то и в этой жизни я должен быть жрецом, да? Нет, совершенно не обязательно. То есть вы должны понимать, что опыт жречества, да, он уже, конечно, впитан, он у вас все равно это каким-то образом будет в вас проявляться. Но то, что было с вами тогда, и то, что сейчас, жречество совершенно другое. Есть жрецы вне эгрегориально работающие, есть свободные сознания. И вот вопрос, будете ли вы работать через эгрегор, или вы будете повышать свой статус, потому что, понимаете, эгрегор всегда вам сделает потолок вашего духовного развития. Эгрегор всегда вас остановит в какой-то момент для того, чтобы вы не покидали поле сознания эгрегора. Эгрегор – это ограничение в любом случае. Вначале он дает вам развитие, очень много информации, бурный рост, воспоминания себя, но потом приходится за все платить. Здесь ловушка все-таки отречение. Вас никто просто так не отпустит. Здесь колесничий перевернутый. Выйти из эгрегора очень сложно, но можно. Потому что я проводила уже такие сеансы, когда мы выходили из эгрегора, поэтому я знаю, что можно. Но вы должны осознавать, самое главное, ради чего. Ради чего вам оставаться, ради чего вам уходить. Все только через осознанность. Ну что ж, поддержите меня лайками, поддержите меня энергетически вашими комментариями. Это непростой ченнелинг, я немножко перевожу дух, пью водичку, и мы идем дальше. Следующий вопрос. Есть ли у этого эгрегора связь с источником? Под источником я подразумеваю, насколько он близок к той идее, которая резонирует высшим силам. Беркана, ингус. Так, 4 жезлов, 6 мечей, разум, ловушка, эгоизм. Да, конечно, безусловно, есть, потому что Беркана, конечно, эта связь с источником есть. То есть по воле высших сил этот эгрегор существует. Он не противоречит, то есть его существование не противоречит общей системе законодательной высших сил. То есть он работает с разрешения высших сил, абсолютно законно, на всех основаниях. Никаких тут проблем, противоречий тут нет. Вот, связь с источником есть. Но что хочу вам сказать. Одновременно идет такая информация, что, как вам сказать, это неочевидная связь, весьма неочевидная связь. Это связь, которой владеют те, кто близко к центру, к вот этому вирт. Видите, у нас там выходила вирт, как раз вот воля высших сил. Я уже сразу чувствовала, что здесь по воле высших сил этот эгрегор существует. И это как вот дочерняя такая вот организация. Они владеют какой-то частью знаний, важных знаний об источнике.
об источнике. Причем очень хороша, я смотрю, здесь идет информация, особенно много они знают о матрице Земли, о нашей планете. Здесь, видите, идет такой женский аспект, то есть люди, которые прорабатывают себя в плане женского аспекта, все, что интересует женщин, да, реализовать себя, ну и творческие натуры, либо люди пути в том смысле, что они хотят свою миссию, то есть как стать, как быть более плодородными, плодотворными, вы понимаете, да, то есть как реализовать свои дары и таланты, как соединиться со своей внутренней силой, со своей творческой частью. Вот особенно женский путь, женская такая здесь идет энергетика, вот, но, одновременно они и отщепенцы, то есть здесь нет однозначного ответа. Такое впечатление, что в какой-то момент здесь произошел раскол. Вот смотрите, ловушка – эгоизм. Такое впечатление, что эгрегор немножечко начал уводить людей в другую сторону. То есть связь с источником есть. Когда-то это было вообще единым целым. Но сейчас, в данный момент, этой связью с источником обладают только посвященные, в глубинные, да, сакральные знания эгрегора, а в основном люди понятия не имеют об этом и блукают в каких-то трех соснах. Тем более, что вот здесь на эго, раз они ловят на эго, то я могу вам сразу сказать, что это хорошие такие испытатели. То есть можно сказать, что высшие силы могут использовать этот эгрегор для того, чтобы испытать людей на пристрастие к власти, к благам материальным, к вот этому желанию обладать. Да? То есть у кого развита манипура, третий центр, да, вот здесь третий огненный центр, желание власти, желание собственной силы, повысить свою значимость, реализацию в социуме. Ну вот для тех, да. Их загружают определенными идеями. Ну, я надеюсь, я не очень сложно объясняю. То есть вы понимаете, что связь с источником есть, но одновременно они делают работу испытателей. Ну, такая своеобразная кухня, созданная для того, чтобы люди проходили свои вот уроки, взрослели. Ну, кто обладает эгоизмом? Конечно же, детские сознания. Эго – это брать. Вы понимаете, да, что эго настроено брать, обладать. Это уже детство однозначно. То есть если у вас преобладает желание мне, я хочу, мне надо, и оно очень выпуклое, яркое, такое, знаете, страстное желание, вот именно как у детей, понаблюдайте за детьми, как они вырывают порой у своих родителей какие-то блага. Просто невозможно ему отказать, так он просит, так он хочет, да. Вот здесь вот эта энергия. Поэтому здесь для душ взрослеющих, для детских душ такой вот сделан, ну, назовем это школа, детский сад, смотрите сами, да, обучающее какое-то заведение. Если резонирует, принимайте, не забудьте поставить лайк, поддержите меня своими комментариями, напишите что-нибудь в чате, потому что мы продолжаем. Шестая позиция – это у нас, есть ли связь с темными силами? Так, потому что здесь мы заметили, что что-то есть. Что-то есть. Раз есть эгоизм, значит, есть уже связь по нижним центрам, человека могут поймать. Ага, вот Перт, вот Ера. 17-й аркан звезда, повешенный, дар исцеления. Да, я бы сказала, что с темными, конечно, здесь связь есть по сути для тех, кто хочет магичить. Потому что некоторые используют Таро для гаданий
некоторые используют Таро для магии. Вот кто использует Таро для магии, для того, чтобы получить быстро результат при помощи Таро, ну, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Вот у тех подписываются контракты очень жесткие, четкие. Здесь вот прямо вот они начинают сразу служить. Сразу служить. Да, они получают то, что они хотят. У них даже появляются, видите, вот тут вот дар исцеления. Они даже могут обладать какими-то целительскими способностями, работать с людьми, передавать им знания, информацию, потому что тут идет подключение вот по 17-му аркану звезда и 12-му аркану повешенный. Очень мощные проводники. Очень мощные проводники. И, конечно же, могут быть подключения к темным силам через Таро. Это однозначно. Смотря как использовать. То есть, когда я в чьих-то руках вижу Таро, я просто не обращаю на это никакого внимания, потому что я понимаю, что само по себе этот факт ни о чем не говорит. Вот эти арканы Таро, и они могут быть просто как бумажки, как визуализация, вот как я использую. Да, я использую как визуализацию. Сама информация мне идет помимо арканов Таро и помимо эгрегора. У некоторых это прямо ритуальная часть. Вот обращайте внимание, пожалуйста, как обставляется сеанс Таро. Насколько здесь важна ритуальная часть? Есть ли тут какие-то определенные... Ну, вы понимаете, что такое ритуал? Это важные какие-то атрибуты. Я вот часто вижу людей, которые увешаны всевозможными амулетами. Я не против амулетов, сейчас не подумайте. Или там какими-то... Очень много всякие атрибутики, использующиеся для ритуала. Но поверьте мне, я работаю без этого можно работать. Понимаете? То есть, ну, можно работать и с этим. Но вот вопрос, если ты используешь столько атрибутики, зачем тебе это? Ведь каждый атрибут – это знак, это символ. Он никогда не стоит просто так. Значит, этот символ тебя связывает, через этот символ ты связываешься с определенной системой, структурой. Через этот символ тебе идут знания. Но единственное, что я использую, это мои любимые минералы, и то. Они больше как мои друзья. Я не могу сказать, что я их заставляю работать на себя. Люблю их поставить и смотреть на них, они меня как-то вот успокаивают. То есть я не использую их как именно в прямом смысле использовать. Это мои друзья. Вот в ритуалах обычно именно жестко используется что-то. Используется сознание камней, то есть вот мы, когда путешествуем по местам силы, мы даже не берем так просто ни один камушек, который лежит на дороге, с собой там на память. Пока мы не спросим, можно ли его взять, то есть мы вступаем во взаимодействие с каждым камушком, и мы спрашиваем разрешение у него взять, то есть очень трепетный подход. Вот здесь вот обратите внимание на то, что... Цель оправдывает средства. 17-й аркан звезда говорит о том, что меня что-то очень за собой зовет, очень манит, и ради этого я по 12-му аркану, в принципе, готов на все. Да, требуется подношение, требуется какая-то... Ну, конечно, часто вот вы можете увидеть, что тарологи могут брать очень большие деньги за свои услуги. И услуги могут стоить на самом деле непомерно. Это связано с тем, что, как вам сказать, часть средств они должны отчислять в эгрегор Таро. То есть не все деньги фактически достаются человеку, которому вы даете эти деньги в руки. Понимаете? Тут очень много энергии отдается потом в эгрегор, как откат такой, да, откат. Вот, поэтому здесь, ну, это такая премудрость системы, скажем так. То есть человек работает на систему. Уже понятно, что он берет повышенную плату, потому что
он кормит систему, и там у них свои взаиморасчеты. Поэтому, что вам сказать? Связь с темными может быть, может и не быть, но обязательно у тех, кто магичит. Вот, посмотрите, Паперт, да? Вот. Те, кто достигают своих результатов при помощи магии. И, конечно же, у них появляются дары. Дары, таланты. Да, я уже это говорила, не буду повторяться. Ну, а теперь, друзья, поддержите меня лайками еще раз. Дайте мне немножечко обратной связи. И мы с вами переходим к 3 вариантам. 1, 2 и 3. Пишите, кто первый, кто второй, кто третий. И мы ответим каждому варианту на свой вопрос. На такие вопросы. Урок, который вы проходите, экзамен, который вы сдаете, и совет высших сил. Есть ли у вас связь с эгрегором Таро? Лучше смотреть индивидуально. Если пойдет информация, я скажу об этом. Если нет, значит, жду вас на индивидуальную консультацию. Потому что огульно это будет просто непрофессионально, если я сейчас начну говорить вам для всех огульно. Итак, первый урок, который вы проходите, первый вариант. Так, урок. Смотрите, здесь тоже вот жрецы. Вообще жрецов любит этот эгрегор, любит. Поэтому здесь, смотрите, умение взаимодействовать с сознаниями разных уровней. Вы учитесь чувствовать себя жрецом, проводником. Вот это самое главное вы должны понять. Чувствовать через, знаете, прямо через чувственное такое восприятие, через свое тело, через эмоцию. Дальше. У вас есть определенные, конечно... Ой, смотрите, серьезный урок вы проходите. Сейчас. Есть момент... Так, я говорю, как идет, вы уже смотрите сами для себя. У вас не получилось выстроить... Сложно идет выстраивание взаимодействия с окружающими на уровне партнерских отношений, может быть, внутрисемейные отношения, любая социальная тема. Именно умение общаться, понимать и не просто понимать, скорее даже вот себя в общении. То есть я понимаю так, что вы, возможно, хорошо чувствуете других, но... Тоже вот вопрос, возможно, иллюзорное такое состояние, что я понимаю, чувствую других, потому что вы сами себя должны познать. Вот сейчас вы проходите через систему иллюзорного представления о самом себе и о тех ментальных рамках, конструкциях, которые на вас понавешены в результате многих ваших предыдущих воплощений. Здесь идет, знаете, такой момент, что вы в бегстве находитесь от проблемы. И вот интересно, что вы уходите от решения очень важной краеугольной темы. Тема – это контакты, взаимодействие с другими людьми, с противоположным полом, прежде всего с самим собой. И вы уходите, понимаете, вот в это осознание, может быть, я через вот это все, через вот эту систему сейчас я разберусь, и что мне нужно, и кто я, и кто мне нужен, да, и вот этот вот момент. Но знаете, что здесь? Здесь идет зависание, я вам сразу хочу сказать. Здесь идет такой момент, что вы можете
долго откладывать принятие какого-то решения. Вот вы можете закопаться. Мы сейчас посмотрим совет, но пока что вот у меня такое ощущение, что вы ищете в этом опору, но вам уже пора повзрослеть, вам пора выстроить ось силы внутреннюю и стать настоящим жрецом, проводником. То есть вы вообще-то пришли как бы по назначению. То есть вам близка эта система, возможно, у вас вот уже были, скорее всего, я чувствую, что из прошлых жизней вы были жрецами, вы были проводниками, поэтому вряд ли вы каким-то образом миновали бы эту систему. Вот. Но она вам дает сейчас такой урок, что она вас одновременно может и ограничивать. Поэтому не зависайте, не зависайте. Вам нужно... Как вам сказать? Ну вот вас сразу предупреждают, что эгрегор Таро вам может выставить свои определенные, как сказать, контракт будет выставлен обязательно. Причем, что интересно, чем больше вы будете этого избегать, тем точнее сказать, что вам выставят определенный контракт, потому что вы как будто бы генетически, вы имеете отношение к эгрегору Таро, как-то вот из прошлых жизней генетически, понимаете? Поэтому как бы вы ни убегали, вам не уйти от решения вопроса, с кем я, для чего я. То есть вот первая позиция. Урок отстаивания границ. Вы вот определитесь, пожалуйста. То есть вам знания идут, вы жрецы, у вас есть контакт с другими мирами, вы очень чувствительны, эмпатичны, но только разберитесь. Как будто бы, знаете, сейчас идет такая информация, все-таки разберитесь, вы с эгрегором Таро или без него? Эта жизнь вам зачем? Вот какой-то пришел момент об этом уже подумать, на самом деле серьезно. Следующий вопрос, первая позиция, это экзамен, который вам нужно сдать. Вот, наверное, сейчас мы увидим. Альгиз 2 раза. Ну, смотрите, вас тут сейчас все достану, конечно. Но... Это опять выбор. Смотрите, у вас жизнь, вы пришли в этот мир, в эту жизнь вы живете для того, чтобы совершить свой глобальный выбор. Потому что вы пришли в эту жизнь очень травмированными. Скорее всего, очень много времени вы несли вот груз, как будто бы ощущение такого, знаете, вот выполняли прямо непосильную работу. Вы работали над собой, над отношениями. Я здесь вижу по императрице, что проблемы с матерью, может быть, здесь императрица символизирует просто внутри родовые, эгрегориальные родовые отношения, то есть мать как символ, да, рода. Вот особенно были много проблем с взаимодействием, с близкими, причем близкими родственниками именно. И вот экзамен вы сдаете, посмотрите, как интересно, на отстаивание границ, на умение быть и с родом, да, и с родом, и с близкими, и быть собой, потому что у вас идет Иса. Иса – это границы, это как раз отделение себя, понимаете? Вы должны уже, понимаете, у вас такой идет период взросления. Душа сейчас находится на выборе своего собственного пути. И единственное, что вам мешает сделать этот выбор, ну не то чтобы мешает, что сложно сделать выбор, а вам кажется, что если вы выберете свой путь, вот по душе, то, что вам душа, сердце вам подсказывает, вы этим предадите вот свою семью, близких, может быть,
друзей потеряете, понимаете? Для вас этот выбор, причем выбор в сторону себя, истинного, настоящего, такого, какое есть, это сродни предательства. И это навешенные программы из прошлого. Смотрите, вы никуда дальше не пойдете, вы так и будете висеть вот в этом состоянии. Очень мучительное состояние может быть, когда у вас произойдет, знаете что, сила вас наполняет, как бы по Альгиз распирает, информация вам идет, а поступка вы не совершаете никакого. Вам нужно разобраться с эгрегором, вам нужно разобраться с контрактами с родом, поддерживает вас род, в какой степени, что, для чего вы в роду. То есть вам вот с этим всем разбирайтесь, и чтобы вам не казалось, что вы какую-то систему предаете. Понимаете? Чтобы вам не казалось. Вот так вот. Да. У нас здесь еще один вопрос. Совет высших сил. Так, совет высших сил для вас. Кана и Тейвас. Тут так совет полный вперед. Ух ты, императрица. Так, это у нас 16-й аркан влюбленные. Ой, 16-й аркан башня. И 21-й аркан мир. Вообще-то 3 старших аркана говорит о том, что высшие силы вас прямо очень вдохновляют. Так, ловушка здесь гнев. Угу. Вот здесь пришло время очень четко и трезво посмотреть на то, кто я. И вообще-то, я смотрю, у вас тут и башня, и мир, вообще у вас завершается какая-то действительно история очень серьезная. И работа с внутренними программами, на которые придется пролить свет. Программы, связанные с подавлением вашей внутренней какой-то сути. Неумение проявиться адекватно, потому что пока мы проявляем свой потенциал, мы действуем, видите, яркость, креативность, раскрытие потенциала. То есть высшие силы говорят, будь собой, Тейвас, будь смелым, не бойся проявиться. Императрица, возрождай женский аспект, свою творческую индивидуальность, работай с женским архетипом. Вот ко мне многие приходят для того, чтобы провести ченнелинг, например, с внутренней женщиной, да, с вашей внутренней богиней. Работайте с этим архетипом, проявляйте его ярко. Вот. Здесь по башне и по 21-му аркану мир, я так понимаю, что вообще-то у вас очень миссионерские карты. Такое впечатление, что вы пришли разрушить, чтобы построить, да, вот пришли что-то разрушать во имя созидания нового. Но что вам может помешать в этой всей истории? Подавленное внутреннее состояние. Знаете, что такое гнев? Гнев – это ведь не когда мы кричим, орем, бьемся в истерике, да? Это как раз не то. Гнев – это когда мы ощущаем чувство собственной беспомощности. Беспомощности что-то изменить. Гнев – это подавленное состояние вот этой беспомощности, и это исступление, что я не смирился, я не хочу, чтобы было так, но я не в силах что-то изменить, но я не смирился при этом, да? То есть есть такое состояние, и изменить не могу ситуацию, и принять тоже не могу. Вот пронаблюдайте за собой, какие ситуации в вашей жизни у вас есть, что вы их и поменять не можете, и принять вы тоже их не в состоянии. Вот здесь пора вот это вскрывать, четко на это посмотреть и измениться. Менять вы, конечно, будете прежде всего себя, свое сознание. Работа идет с собой. Это не значит, что вы будете менять кого-то, да? Башня. Это не значит, что вы кому-то устраиваете башню, да? Вы прежде всего работаете с собой. И все, кто приходят ко мне, я всегда спрашиваю, вы готовы измениться?
иначе нет смысла начинать процесс. Вот здесь находятся те, которые готовы измениться, готовы соединиться со своей внутренней силой, проявить свою истинную суть, свою индивидуальность, ярко ее проявить. И разберитесь, повторюсь еще раз, с какими, с вашими взаимоотношениями, с родом, контракты, вот это все, но это все индивидуально. Если было полезно, я очень рада. Напишите, пожалуйста, первая позиция, как вам такой расклад, и поставьте лайк, не забудьте. Конечно, вы можете посмотреть несколько позиций, потому что это общий расклад. Итак, следующая, вторая позиция, урок, который вы проходите. Я сегодня подробно так разбираю, но я понимаю, что для тех, кому надо, они посмотрят. Преображение, работа с каналом изобилия. Угу. Вы знаете, здесь обнуление какое-то и перезагрузка. Вот такое впечатление, что вы работаете с... Меняете свой формат мыслей, преображаете свое понимание вообще о мироустройстве прежде всего, вообще глобально, вот здесь как-то хочется сказать. Вы обучаетесь, как работать, как заземлять ваши знания в физическом мире, как трансформировать материальный мир путем того, что вы трансформировали свое сознание. Вот здесь люди, которые уже прошли вот это состояние, ну, башня, такое впечатление позади, но сейчас идет процесс созидания. Созидание, ну вот самое начало, вот такое впечатление, что как это все интересно. Вот вы учитесь созидать ментально, своим сознанием создавать изобилие, понимаете? Здесь есть процесс такой, что вы, да, в каком-то смысле я могу сказать, что вы выросли из детских штанишек. Здесь паш чаш перевернутый. Здесь вы понимаете, что у вас идет выбор пути соединения со своей внутренней силой, открытие какого-то миссионерства здесь идет. Вы познаете себя и этот мир, очень активно учитесь, осваиваете какие-то сверхспособности. Я не удивлюсь, если у вас какие-то идут такие, вот особенно третий глаз, у кого-то сверхчувствительность. Работа со своей эмоциональной структурой, потому что когда открываются способности, нам нельзя очень эмоционировать. Этот дисбаланс приведет к физическим отклонениям. Я хочу вас предупредить. К психосоматическим заболеваниям. Они нам совершенно не нужны, поэтому следите за эмоциями. И здесь идет такая глубинная, смотрите, переоценка ценностей, вот дар признать ошибку. Урок, который вы проходите, вы перепросмотр делаете своей жизни, вы по-новому совершенно посмотрели на себя, на то, как вы жили, но здесь конструктивно. Здесь мы извлекаем вот именно экстракт, опыт берем, этот опыт нас преображает, урок, пожалуйста, извлеките из этого опыта максимум ресурса, понимаете? Потому что то, как вы жили до сих пор, не было напрасно. Вот урок – признать ошибку и принять, что это то, что двигает меня дальше. Вот у каждого из вас есть какая-то тема, вот я чувствую, что она больше связана как-то с вашей эмоциональной, скорее всего, сферой и со сферой реализации ваших желаний в физическом мире. Вот такая история. Вот этот вот урок, умение признать, что не все, что я делал, это правильно, но это все не зря. Так, экзамен, который вы сдаете.
И тоже да, газ. Вы уже прямо в экзамене. Вы уже прямо в экзамене, прямо сейчас вы в нем. Так. Да-да-да. Да, исправление у вас, да. Ну что ж, сдаем экзамен, в принципе, здесь та же самая тема. Это, в принципе, то, что я сказала, потому что вы находитесь внутри этого экзамена, вы извлекаете ресурс, даже вот из ваших прошлых именно ошибок, оплошностей, каких-то заблуждений. Вот тут бы хотелось сказать, что вы собираете воедино, вот вы собираете эту систему, сейчас у вас какие-то вот новые опорные точки, новая парадигма жизненная возникает, какой-то новый жизненный фундамент. И вот смело, вот вы прямо, вот сейчас ваша нулевая зона, вот сейчас ваш прыжок веры, у кого-то раскрывается сердечная чакра, вот прямо, смотрите, дар исправления. То есть какие-то части вас воссоединяются, идет интеграция. Вы проходите экзамен, который можно было бы назвать «принять себя и принять все вокруг меня таким, какое есть», и порадоваться, что мир такой разнообразный, и одновременно эти разные части – это части единого целого, единого плана Творца. Вот здесь какое-то пойти в новое, заняться чем-то новым. Вы, кстати, попробуйте, скорее всего, у вас какой-то старт. Может быть, вы впервые взяли в руки Таро, может быть, руны, может быть, еще куда-то пошли учиться, может, наоборот, практиковать вы начали. И вот это ваш экзамен. Не бояться идти в новое со всеми ресурсами из прошлого и принять себя, исправить. Видите, раскрытие сердечной чакры. Кому нужна медитация «Музыка ветра», вот здесь может понадобиться на раскрытие анахата чакры. Да? Берите на моем канале, пожалуйста, раскрывайте сердце, принимайте себя и совет высших сил. Да, у вас все как-то с эмоциями. Вас штормит по эмоциям. Вот совет высших сил, смотрите. Стабилизируйте вашу эмоциональную сферу. У вас все указывает на то, что вас колбасит, как это уже термин, да, эзотерический термин, колбасит. Когда-нибудь в словарь эзотерический занесут это слово, да, и напишут нам, что это обозначает. Но многие из вас знают без разъяснений. На своей собственной шкуре знают, что такое колбасит. Вот колбасит вас, да, периодически по эмоциям. Заземляемся, работаем с родом, стабилизируемся. Вот больше всего вам поможет связь с Землей. Все практики, связанные с этим. Медитация «Водная трансформация» поможет очистить вас, ваш астральный план. Медитация «Сила рода», которая тоже вы можете ее взять свободно на моем канале, поможет вам стабилизироваться. Конечно, здесь нужно индивидуально подходить. Возможно, вы будете менять эти медитации, но в любом случае вам нужно запустить процесс трансформации вашей эмоциональной сферы. Знаете, я бы вам рекомендовала какой-то курс такой прямо медитации пройти. Лучше всего это индивидуально, да, посмотреть, то есть посмотреть ваш крест стихий и как бы прописать вам такой вот рецепт, каждому хотелось бы, что в вашем случае лучше всего вот такую-то медитацию, вот такую. У меня на канале по стихиям идут медитации, поэтому очень удобно, можно воспользоваться, сделать курс, причем можно сочетать медитации, но это надо подбирать, понимаете? И вы проходите такой момент, когда вам нужно принять, что мир несовершенен, вы несовершенны, но это не причина для беспокойства, понимаете? Здесь нужно принять свою тень.
Вот примите свою тень, не надо считать, что если вас колбасит, если вас штормит, если вы не всегда владеете своими эмоциями, вам не всегда хватает терпения, вы где-то можете вспылить. Я смотрю, вам с родственниками сложно выстроить какие-то взаимоотношения, особенно со старшими родственниками, либо с теми родственниками, которые, знаете, по статусу выше вас. Вот вам нужно перестать пытаться быть идеальной. Понимаете? Не надо быть идеальным, не надо быть идеальной. Позвольте себе эти слабости. Позвольте себе быть слабой. То есть у вас идет период, когда вам нужно проявлять эмоции, вам не нужно их консервировать. У вас идет период очищения астрального плана. Вот почему я вам рекомендую чистки астральные делайте просто, и пусть это из вас выходит. Скорее всего, у вас идет обострение сейчас по эмоциям. Такое бывает, когда астрал еще не дочищен, вы можете, я вам рекомендую начать сейчас с чистки астрала. У вас явный нулевой такой период, переход на новый уровень. Он всегда связан с тем, что колбасит, это нормально. Но это временно. Я вам рекомендую стабилизироваться. Вы уже поняли, как. В плейлисте медитации можете либо сами пробовать интуитивно что-то для себя подбирать, да, либо ко мне приходите, мы вам подберем. Ну, в общем, работайте. В любом случае, что бы вы ни делали, это всегда хорошо. Это всегда для развития. Ну что ж, поддержите меня лайком, вторая позиция, и напишите ваш комментарий в чате. Я благодарю вас за внимание, и давайте посмотрим третья позиция. Это урок, который вы сейчас проходите. Да, жестко. Ну, третья позиция серьезно тут, конечно. Тут у вас серьезно. Вот крокодил не ловится, не растет кокос, понимаете? Вот третья позиция. Это ваш урок. То есть вам нужно пройти через систему ограничений ради исцеления. Вот, понимаете, ради того, чтобы вскрыть проблему. То есть такое впечатление, что вас посадили сейчас на какую-то жесткую диету, ну, вы понимаете, в кавычках, энергетическое такое идет истощение, и высшие силы лишили вас каких-то ресурсов. Причем я не удивлюсь, если ни друзей, ни денег, ни любимого человека рядом, ни с семьей как-то не особо. Ну вот знаете, прям черная полоса. Черная полоса. Вот. И здесь вопрос, как вы себя поведете. Это все сделано для того, что в такой стрессовой, критической ситуации, когда все плохо, куда ни кинься, везде клин, как говорится, вы должны проявить вот этот вот колесничего своего, да, вот эту волю. То есть у вас на волевом центре сейчас идет концентрация. Подчинитесь ли вы этой ситуации? Смиритесь ли вы с тем, что вот все вот так? Или вы будете ломать, разрушать эти рамки, строить, несмотря ни на что? Вот здесь пока что, я, правда, не вижу, чтобы вы прям прорвались, но я уверена, вы прорветесь, у вас догаз, вы сможете. У вас сейчас, видите, мертвая зона. Это такой вот ад души, это дно. Когда вот идет такое состояние, когда вы не слышите сами себя, своих желаний, куда идти, что делать. Ну, сложное, тяжелое состояние. Обычно нужна помощь в таких ситуациях. Конечно же, я с вами, обращайтесь кому нужно, у кого резонирует эта третья позиция. Но услышьте меня. У вас экзамен как раз для этого и сделан, чтобы вы проявили волю, характер, стремление к победе. Поэтому вот так вот проявляйтесь.
прыгаете в новое, начинаете что-то новое. То есть у вас идет несмотря ни на что. Посмотрим экзамен. А экзамен у вас вот какой интересный. По эмоциям как раз прорыв осуществить. Ух ты, аркан смерть. Ну вот это вы тоже сейчас проходите экзамен. Прямо сейчас. Да, да, у вас прям переходная такая зона. Да, но вот тут ловушка зависимость. Все-таки остаться в зоне комфорта вам очень бы хотелось. Точнее, может быть, и не хотелось, но где-то на подсознательном уровне вы понимаете, что это привычная зона. Хотя там много страданий, там ты не чувствуешь себя хозяином своей жизни, но все-таки это изведанное что-то. А у вас прорыв по эмоциональной сфере. Здесь у вас идет трансформация эмоций. Скорее всего, вторая чакра сейчас перерождается. Идет трансмутация второго центра удовольствий. Вы должны научиться получать удовольствие от жизни. Вот в таких вот условиях, вот в том, что вы есть, и где вы есть, и там, где вы есть, и только тогда у вас будет осуществлен квантовый скачок, переход. Вот интересно то, что не смириться с тем, что у вас есть, и остановиться в этом. Нет. Поставить цель, пойти к ней, но порадоваться, что у вас есть что-то, есть на что опереться. Пусть маленький, но ресурс у вас есть. Извлеките, найдите ваши ресурсы, приходите ко мне, мы их поищем. Куда вы можете поставить одну ножку, чтобы оттолкнуться, да, и перепрыгнуть. На что вы можете опереться в своей жизни, потому что высшие силы как бы говорят вам, вы не используете те ресурсы, которые у вас есть, а хотите большего. Вот уловите эту мысль. Вам для трансформации нужен ресурс. Так увидьте его, поставьте на него одну ножку и прыгните в новое. У вас появится еще ресурс. Но сначала вы должны выработать тот ресурс, который у вас есть. Но вам кажется, что нет. Вам кажется, что время не пришло, что вы еще подожду, вот, так сказать, вот по весне как-нибудь, или летом, или осенью, но не сегодня, не сейчас. Вы откладываете жизнь на потом. Сдавайте экзамен, идите в новое. И совет высших сил. Какой прекрасный у нас совет. Возрождение. Маг. Ничего себе, высшие силы сегодня так поддерживают. Дар свободы, дар свободы. Ничего себе. Видите, из ограничений выйти в состояние свободы. Во-первых, высшие силы говорят: Феху и Геба, мы с тобой. И обратите внимание, что ресурсы мы тебе даем. Ресурсы у тебя есть на самом деле. Оцени, что ты находишься в идеальном месте, в идеальное время. Вот у меня вот такое ощущение, что третья позиция точно недооценивает свои дары, таланты. Вот у кого-то низкая самооценка, например, да. И вот этот внутренний конфликт, он может и во внешний конфликт переходить. В общем, не сливайте вашу энергию. Выстраивайте партнерские отношения с собой. У вас там мужской и женский аспект, да, посмотрите, как ваш внутренний мужчина и внутренняя женщина не хотят вообще общаться, такое впечатление, да. Вам нужно возрождать взаимоотношения и внутри себя, и внешне. Это путь, это глобальная работа, причем интересно, что у вас по роду идут, девятка, смотрите, у вас девятка отшельник, явно и первый аркан маг говорит о том, что в роду есть программы, связанные с одиночеством. Вы проходили, возможно, путь отшельничества, мага, то есть человека-индивидуала. И либо оставались одни по тем или иным причинам, знаете, в роду всякое бывает, были войны, были катаклизмы, что-то, либо сами отрекались от отношений, либо так получалось, это была вынужденная ситуация. Вот эти программы нужно убирать. Работайте по Геба над программой партнерства. Вот куда вам сейчас нужно.
выстраиваете фундамент и выстраиваете вот такие отношения без созависимости, потому что обычно такие люди, которые не умеют выстраивать, да, отношения, у них две крайности. Либо я один, либо я в состоянии залипания. То есть я сливаюсь с партнером полностью, я не умею выстраивать личные границы. Так вот, у вас сейчас идет такой момент. Проработайте, что такое для вас свобода, обретите вот этот дар свободы в истинной любви. Да? Вы можете, опять-таки, вам подойдет хорошо медитация, я смотрю, музыка ветра, раскрывающая сердце, там она балансирует мужской и женский аспект очень хорошо. И, конечно, сила рода тоже могу вам рекомендовать, вот, потому что она вскрывает программы, передающиеся по роду. Ну и также, конечно, приглашаю вас на индивидуальные расклады, потому что ченнелинги никто не отменял. Когда вы вскрываете вот эти коды, которые вам передались по роду, то вам более понятно, как с ними работать. Мы сможем тогда проработать их лучше. Вот такой получился у нас грандиозный расклад, я бы так сказала. Для тех, кто в пути, поставьте ваши лайки, не забудьте написать что-то в комментарии, потому что все, что вы пишете в комментарии, это вы пишете для себя, это читают высшие силы, это уже ваш месседж такой, послание высшим силам, это ваши инсайды. То есть мне не столько важны ваши благодарности, сколько важны ваши инсайды. Поделитесь вашими инсайдами под этим видео, для того, чтобы другие прочли, и таким образом вы уже сделаете благое дело, вы уже начинаете служить людям, вы начинаете отдавать, и вы выравниваете свой крест стихий. Это очень важно для того, чтобы быть могучими, здоровыми, счастливыми, благополучными. Благодарю вас за внимание, желаю вам успехов на пути, легких вам трансформаций. С вами была Инная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.